Доброе утро! Сегодня 9-й день моего пути, и я надеюсь, сегодня все-таки мы прокатимся и заедем в Таджикистан. Для этого были сделаны оба документа. Первый документ для прохождения киргизской стороны через границу, потому что она, как я говорил ранее, закрыта для простого такого проезда, да, для иностранных граждан можно проехать, но через пропуск. Оформляется через турфирму. И второе, Такбау на Памирский тракт. Вот мне оба пропуска сделали. Помог Эрали. В описании оставлю контакты его. Здесь есть, я так понял, ну вот он основной человек, который может помочь с пропусками, с въездом туда. И второй человек — это Азиз. Азиз зовут его. Он, я так понял, живет в Душанбе, ну, бывает в России. И вот он тоже мотоциклист. Основной, наверное, человек с Таджикистана для мотоциклистов, с которым нужно связываться. Но у него цены были приемлемее у Азиза, но мне Ралли быстрее все сделал. Вот. Мотоцикл готов, я готов. Сейчас нужно будет только одеться и выезжать. Еще нужно будет вам на границе 12 копий документов. Их можно сделать в представительстве или правительстве села этого. Она находится вот позади, там есть флаги, но их не видно, конечно, где-то там. Но оно работает только с понедельника по пятницу. Там можно распечатать электронные вот эти документы, чтобы у вас были в бумажном виде. Это ключевое, чтобы на каждом пункте вам нужно было оставлять эти бумажки. Копию паспорта надо будет сделать вашего и копию вот этого ГБАУ. 12 штук, запомните. Вот. Но так как сегодня суббота и там не работало, там рядом есть пункт милиции. Сотрудники сначала говорили, что здесь нигде нельзя это сделать, но у них оказался компьютер, они вошли в положение, очень сильно меня выручили, и сейчас у меня все, как бы, и, наверное, я так думаю, все документы готовы, и теперь можно выезжать на границу. Повторюсь ранее, что я ночевал вот в этом хостеле. Если по дороге ехать по асфальту, там кафешка, которую я ранее показывал. Тоже вошли в положение, остановился за 1000 сом. И еще мне включили завтрак. Завтрак прикрепляю, был божественный. Все люди добрые, все отзывчивые. Всем большое спасибо. Если хоть кто-нибудь посмотрит мои ролики. Вот. Но останавливайтесь, рекомендую. Без того. Ну все, увидимся, я надеюсь, уже на стороне Таджикистана. У меня, ребята, прекрасная новость. Мы в Таджикистане. Я прошел 2 границы. До сих пор с мыслями собраться не могу. Все так, как будто в тумане. Плюс еще дорога такая, Кызыл-Арт, это что-то с чем-то. Кто будет подниматься со стороны Кыргызстана, учтите, что там дорогу, знаете, вот сель сошел, сделали там более-менее, трактором подровняли, перед тобой там, не знаю, там, может, машин 5-10 проехала, но она так выглядит, и все, она вся такая каменистая. Я еду, у меня мотоцикл там барахлит, я думаю, что сейчас делать, если она здесь станет? Ну, суть в том, что я отключил вилли контроль полностью. Я так понял, что вначале вилли контроль мне блокировал и глушил мотор. Сейчас я отключил. Но пару раз у меня переднее колесо подрывалось от земли. Дальше, пока я помню все, я рассказываю. Вот эти 2 пропуска, все у меня все нормально, все прошло. На въезде в Таджикистан предлагают пацаны на заставе симку местную. Вот я купил, не знаю какой оператор, но там тариф какой-то слабенький, 100 самани стоит. Дальше немного проезжаете, там таможенная служба, там декларацию заполняете вроде как. Я так и не понял, что, ну бумажку, короче, на въезд, и что я должен там выехать. И она тоже стоит, транспортный налог, что ли, я так понял, 110 самани. Так что, если вы едете через Кыргызстан, через Ош, обменяйте, как я, деньги там. Я в Оше поменял, и как бы сейчас у меня есть деньги. Но Эля говорит, можно это все в долларах сделать. Но
Не знаю, у меня долларов не было, я говорю, у меня рубли. Он так головой покачал и ничего толком не ответил. Сейчас погода прекрасная, вот Кызыл-Ар, там была высота 4200. Но не знаю, у меня нету, что прям головокружение. Чувствую, что сердце так, ну, не как в спокойном состоянии, а так молотит. Плюс кислородное немного голодание чувствуется тем, что тяжело дышать. Вчерашние наши путники. Good? Окей? Окей? Окей, да? Crazy, crazy. Good to see you again. Yeah. Glad you made it. Murgab? Oh yeah, but 2 days maybe. 2 days? 1 day, 2 days. Go! Chick! Meow, phew. Go! You! Here! Oh! Ладно, good luck! Bye! Good luck. Вот это крейзи, это реально крейзи. Они вчера в 5 часов вечера где-то приехали на таможню вот эту со стороны Кыргызстана. Я не знаю, где они ночевали. Все лица у них обгоревшие. Блин, ну вообще, конечно. И они едут, но вроде говорят, все нормально. Насколько я понял. Вот мне говорят, что я человек такой, что ну, езжу там на мотоцикле, большие расстояния, в одиночку. Вот это больные люди, совсем, ну, в хорошем смысле, что они на велосипедах в таких местах едут одни. Я вообще поражаюсь. Ну, блин, ну, пацаны, я, конечно, понимаю, что всем дорога нужна. Взяли, блин, на встречку выскочили. Я так понимаю, эта граница с Китаем идет. О, брат, мотобратник. Блин, не успевал я номера посмотреть. Но за сегодня первый попался. Итак, вот это вот все деньги, да, которые пока мне потребовались. На посту просили, там записывали. То есть, чтобы вы понимали, все идет на бумажном носителе, да, они вручную пишут, требуется паспорт. Ну, я вот по загранпаспорту еду. Дальше нужен СТС от мотоцикла и вот этот пермит, как они говорят. Второй документ уже в Киргизии для пропуска нужен был, и все, больше он мне не потребуется. Мотоцикл работает как бы хорошо, но я чувствую, что или бензин очень такой 92-й ему не подходит, или все-таки высота 4 километра дает о себе знать. Места абсолютно дикие. Я вообще не знаю, как они здесь живут, но это вообще что-то с чем-то. Мотоцикл, мне кажется, чувствует себя лучше, чем я.
Так, сделаем немного шалости. Тут вот недалеко граница, но раз я останавливался, думаю, немного я сделаю так. Это граница с Китаем, мотоцикл, и вот он. Будем считать, что я был немного в Китае. Вот и все. Еще одна страна. Можно ставить галочку. Изумительные места, ребята. Ура, мы это сделали! Представляешь? Дай, мадам, я пожму тебе твою ручку. Мы находимся в Таджикистане на перевале Ак-Байтал. Новое название Хушанг. На высоте 4655 метров. О, сколько мне всего это стоило. А, вы не поверите. А если ты, который сидит в тепле и хочет увидеть, как мой пролегал путь, что меня ждало и что меня будет ждать дальше, садись в свой удобный диванчик, ложись на удобную кроватку под одеялко или на крайняк за кухонный стол вместе с чаями и печеньками. Устраивайся, в общем, поудобнее. А мы желаем тебе приятного просмотра. Просто высота большая, мне трудно собраться с мыслями. Желаю приятного просмотра, ребята. Не переключайтесь, а мы начинаем. Надо быстрее сваливать отсюда, пока я здесь не сдох нахрен. Итак, интро сняли, можно и поговорить. На самом деле я немного обманул. Высота около таблички, ну, высокомер показывает 4200. Смотрите, ребятки, смотрите. Я ж балдю тут. Может, кислородное голодание. У меня кукушка тут поехала уже. Красота неописуемая. В общем, сейчас надо на сам перевал подняться. Состояние, кстати, более-менее нормально. Я ожидал худшего. Давайте переключусь. Конечно, в той стороне солнышко. И, возможно, вам будет плохо видно. Но, к сожалению, больше я ничего не могу с этим поделать. Переименовали в 23-м, что ли, году еще. Может, ошибаюсь, конечно. Перевал на Хушанг. Да? Да, Хушанг называется. Вот я приехал с той стороны. Дорога грунтовка. Гравий такой прям мелкий. Мотоцикл начинает прям плясать под тобой. Но в некоторых местах удавалось даже до сотки разогнаться. Но все, ну, с умом подходя к этому делу. Вы, если поедете, будьте предельно аккуратны. В некоторых местах так подкидывает, что я пару раз чуть с мотоцикла реально не выпрыгивал. Но это было на асфальте. На грунтовке с этим не было проблем. Как бы такие проблемные места в основном помечены флажками или камушки стоят такие выстроенные в ряд. Но будьте сами аккуратны, не гоните. Сейчас нам надо подняться на перевал. Немного вот съемок, немного впечатлений. Вот глядя вот на это, чувствуешь себя вот как марсианин какой-то. Вот, ну, как будто космонавт, я не знаю, преодолевший вот первый человек, вот как Гагарин. Первый ты преодолел, там, вылетел в космос, на Луну там посмотреть. Вот так же. Я еду один, и вот ощущения такие же, как будто я первооткрыватель какой-то. Как будто я какой-то реально Марс, там, Луну открываю. Но мне кажется, вот это ощущение такое придет только в том случае, когда ты едешь один. Как бы это ни звучало, но в одинокого, мне так кажется, будет передаваться вот эта вся полнота, вся гамма этих чувств, спектр и так далее, как ни назови.
Прям сейчас я сгорю, походу. Я обмазался кремом, но я, походу, сгорю, пока с вами трындю. И когда, конечно, хорошо взять гида, да, там, машину, вас повезут, вы будете по сторонам смотреть, за руль не надо, ямки эти объезжать, едете по сторонам, это, конечно, в разы лучше. Но если вы едете толпой, с группой, вы не ощутите, скорее всего, всей этой атмосферы, этой одиночества, этой пустоты, безжизненности и всего того самого, короче. Ну, вы поняли. В общем, будем прерываться, шпарим в сторону Мургаба. Сейчас включаю экшн-камеру, заезжаю на перевал, смотрим, что там, и едем дальше. Итак, перевал впереди. Теперь я буду местным акцентом разговаривать, как в нашей Раше. Но надо силы поберечь, потому что лишние слова, лишние движения. Тяжеловато дышать, короче. Ну, не прям так тяжко, но бывает, иногда перебивает. Так, надо переключаться на механику срочно. А то сейчас она будет мне тут мозги делать. И так уже он делает, начинает. Трекшн срабатывает на ровном месте. Я ее глушил. Вот она что. Короче, надо остановиться. Вырубить вилли-контроль. На тройке стоит. Подъем не такой большой. Но она мне не дает ехать так, как я хочу ехать. Она, видно, что глушит. Так, что-то я сломал. В общем, вилли выключил. Трекшн на троечке. Еду на механике, на гравий режиме. Это может интересно будет для владельцев Африк, как она себя ведет. Можно вторую дать. Но Козылард был пожестче. Здесь вообще как бы нормально можно ехать. Единственное, вот мотоцикл поднастроить. И все. Даже вставать не надо. Можно как сидя на диване ехать. Как у себя дома. Ладно, давай третью дадим, а то гудит. Надеюсь, там впереди не будет так жестко. Так, ладно, драйв пока включаем. Сразу дорога, конечно. Старую табличку они убрали. Я так надеялся, что она будет. А тут недавно в Google карты, что ли, захожу. Картинки вижу, стоит новая табличка. Думаю, блин. Целую, наверное, эпоху они стерли эту, что переименовали. Плюс, ай-яй-яй, жесткая дорога. Переименовав. Блин, не, жесть вообще. На какой бы скорости не ехал, подвеска не справляется. Ледничок наверху, чок-чок. Кстати, с погодой нам очень сильно повезло. Я вообще не представляю, 16 градусов. Вы представляете, вот сейчас я еду 16 градусов. Я переживал, что здесь будет 0. Вот между этими двумя перевалами вчера Леху встретил. Он говорит, да тут жесть вообще, говорит, руки околели. Говорит, мотоцикл боком, все такое, говорит, да там вообще... Я еду в летних перчатках. Ну, правда, подогрев ручек немного включен, чтобы руки не стыли. А так вообще прекрасно. Солнце жарит, вот сейчас 15-ку показывает. Блин, на пейзажи вообще, конечно, безжизненные. Я хочу увидеть яка. Где мой як? Сказали, если это бык, его держаться подальше быка. Ну, типа, я хочу погладить его, а не просто так яка увидеть издалека. Ну, конечно, он ко мне, как этот верблюд, также не подойдет.
Я хочу постараться увидеть, а по возможности погладить яка. Но пока безуспешно. Пока я не видел ни яка, ни горного козла. Ой, это что, ледник такой тает? Это лед? Тут реально вот, блин, ну я не люблю повторять то, что другие, да, там в видосах. Но есть у безумного, взрывного Майка есть такое выражение. Типа, это реально? Реально с нами происходит? Вот тут реально ты задашься этим вопросом. Ёк-макарёк, это со мной происходит или нет? Реально я в Таджикистане езжу. Реально это какой-то ледник или что это вообще? Ёшкин Макарёшкин, Ёшкин Кошкин. Блин, я буду нести бред с нужной интонацией. Как читает Карандаш, исполнитель. Рэпер. Блин, мы наверху от Байтала, ё-моё! Обалдеть! Так, короткая остановка, проверить, камера пишет или нет. Камера, к счастью, пишет. Аккумулятор у нас еще есть. Так, задний тормоз, задний. Блин, такие видосики! Бомбезно просто. Так. Коробочкой будем оттормаживаться. Так, разгончик. Блин, вы можете себе это поверить? Я до сих пор не могу поверить, что я вообще проехал Казахстан, Киргизию и еду по Таджикистану. И вижу то, что сейчас вы видите. Ой, что-то меня аж подташнивать начал. Переволновался, перевозбудился. Ой-ой-ой. Вот это да. Вот это дорожка. Оп-оп. Оп-оп. Нормал, дай. Все нормально. Нормально, ребят. Охренеть. Вот это видосы, а. Вот это да. Обалдеть. О, вот бедолага очередной. Женщина. Устала, наверное, пихать свой велосипед. Конечно, блин. Это вам не хухры-мухры. Там стальные нужны. Это вам не на мотоцикле ездить, а тем более не в автодомах и машине. Блин, велосипед, это, ё-моё, сколько надо храбрости, сил и духа, чтобы взять, блин, улететь к черту на кулички и ехать на каком-то, блин, велосипеде. И рассчитывать на силу своих ног и здоровья. Это что-то. Как говорит Бересневич, это что-то. Ой, так, надо передний тормоз добавить. Обалдеть. Очуметь. Вот так, блин, как там говорится-то, с головы вылетел. Какова красота, ребята! Какая красота! Надеюсь, вы все это видите. Надеюсь, камера вам хоть немножечко передала. Камушек, как будто птичка. А башка, как будто у барашки. Обалдеть. Очуметь. Охренеть. Ёпрст. Вот два у меня друга, да, есть. Я их... Один близкий, один чуть подальше, так скажем. Просто мы не так давно знакомы. И один надоумил, опять же, со своими, который... И Кавказ меня надоумил. Опять своими точками мне показал, что куда он хочет. В итоге сам опять не поехал, да, Леха? А второго своего близкого друга, у него NSIHA 750. Я говорю, поехали, бросать работу, поехали, говорю. Да не, ну блин, да ты смотри, что ты пропускаешь, а. Блин, мне реально привет, походу. Эйфория какая-то.
Ребята, не знаю, насколько слышно, но на дороге мне повстречались яки. Ну, говорят, тут среди них есть бык, так что надо быть аккуратным. Блин, не передать ощущения. Жаль, что они убежали. Они мотоцикла боятся. Очень боятся мотоцикла. Из-за этого, я думаю, слазить не будут. Да, никогда так не заправлял мотоцикл. Подержать, нет? Во-во-во-во-во, так не надо. Облили. Впервые мотоцикл через воронку заправляется. Заправка в Мургабе. Африку заправили с ведра. Конечно, он мне, блин, облил мотоцикл, датчик давления шин облил, да еще к тому же он его сломал. Я уже заметил попозже. Думаю, ладно. Он начнет оправдываться, скажет, что это не он. Он как раз в воронку упер в нее. Нахожусь я в Мургабе, поел суп из баранины или козла, он говорит, я думал, с яка. Я говорю, козел, там банан. Вот. 6 часов до Хорога дорога. Посмотрим, как пойдет. Навигатор 4 часа кажет. Таджик говорит, это лучшая дорога, которая осталась вообще. Не знаю, насколько он прав. Но посмотрим. Бензин у них очень дорогой. 135 Сомали стоил. Я так лайком посчитал, что это около 110, что ли, рублей. Где-то так вышло. 10 литров бензина. Едем в сторону Хорога. В Аргабе что-то я не хочу останавливаться. Хотя время 4 вечера уже. Хорог 311 километров написано. Ну, я думаю, потихонечку доедем. Дети все выбегают на дорогу. Я думал, это будет в Кыргызстане так, это оказывается в Таджикистане. Они так мало не машут. Где-то аж дорогу перекрывают, выбегают. Ну, конечно, природа у них красивая. На скалы выглядят все равно вот эти горы безжизненные. Серые такие, коричневые, острые такие. Ух. Ну, я думаю, вот такая вот дорога меня ждет. Сейчас мужик попался на Лексусе, я говорю, вот, в ту сторону. Говорю, сколько? Ну, с Хорога, говорит, приехал 6 часов. Блин, если 6 часов, это к 10 я приеду в лучшем случае. Основные задачи на сегодня выполнены, можно расслабиться. Тем более мы уезжаем с высоты. О, песик лежит. Акбайтал, видели? Я его буду Акбайталом называть. Жаков, видели? Ой, и сейчас пропускной пункт будет еще. Сейчас скажут, о, камеру вырубай. Да, сюда никакой не надо было распечатки, никакой копии. Сейчас, наверное, будут просить копию. Вот на таких пропускных пунктах, я так понял, надо будет 12 этих копий. Одну я копию отдал, копию паспорта и одну копию ГБАУ, разрешения на Памирский тракт. Говорит, снимать нельзя. Ну, я ему сказал, что камера вырублена. Так что провоцировать не будем. Возможно, на моем пути будет меньше этих постов, потому что я поеду через асфальт. Мне, если я сегодня доеду до Хорога,
Завтра этой грунтовки будет поза глаза. Так что те, кто плюется желчью и говорят, что нужно ехать по грунтовке вдоль реки, вдоль границы с Афганистаном, ну, я думаю, мне ее хватит завтра. Ну или может, послезавтра. До завтра я должен выскочить уже. Этот промежуток. Сейчас главное доехать в сторону Душанбе, решить вопрос с деньгами как-то. И там уже будет видно, как я буду дальше действовать, куда я дальше поеду. Пока загадывать ничего не буду. Ух ты, опять подкинуло. Так что наслаждайтесь природой, дамы и господа. Сегодня 14 сентября. Вот, ну, я иногда ролики смотрю, мне иногда требуется знать, какое число человек поехал. Потому что там бывает, ну хотя бы могут сказать начало сентября, середина сентября. Вот. Сегодня 14 сентября, погода около Мургаба 16 градусов. На перевале погода была около 12 градусов. Была жара, я готовился к нулевой погоде, но благодаря своему везению, благодаря, не знаю, солнышку, удалось проехать ОПЦ. В тепле удалось проехать в комфорте. Еще трон чуть не разбил, пытался новые как-то кадры поснимать. Еще упомянул, есть такой человек, Айрат. На работе он мне помогал делать крепление для дрона. Спасибо, работает. Если вы будешь, знай, что с помощью него получилось немного поснимать и чуть не раздолбать дрон. Ох, какие виды открываются перед вами, передо мной. Да, здоровски. Пока дорога меня устраивает. Ух ты, там справа какой полвид. Сейчас, я думаю, будет бомбезно. Ага, вот и дорога кончилась. Хорошо, что я ехал медленно. Лайфхак такой, если ты не видишь, что впереди, за бугром или еще что-нибудь, лучше сразу тормози. Если вы хотите оставить колеса целыми, и сами целыми остаться. Так, ребята, я остановился в Джелонди. Здесь есть такой вот бассейн горячий, видимо. Вот она, вода течет с горы, приходит. Вот такой вот бассейнчик. Ну, мне, короче, чуть выше колена. Пасих. Так вот. Где-то 110 километров осталось до Хорога. Не дотянул. Дорога совсем капец. Тут вот вешалка. Туда можно зайти, помыться. Вот. Но я себя показывать не буду, потому что я без белья буду купаться. Вот где свет. О, блин, кипяток вообще. Короче, не делайте так, как я делаю, потому что я вот сейчас ехал, я переживал за мотоцикл, за себя, короче. Я поехал по верхней дороге на Хорог с Мургаба, 300 километров. В 6 часов стемнело, по дороге ни света, ничего вообще. Как будто ты вообще одинок в этой природе, и мне так страшно что-то стало. И получается, я ехал там через перевалы какие-то, около 4 градусов температура опускалась. Ну вообще, короче, ужасные такие моменты у меня были. Ехал, переживал, что главное с мотоциклом все нормально было. Вот Джелонди дотянул. Думаю, ладно, хорош. Здесь снял хостел.
ой, хостел, говорю, ну типа гостиница, хостел, тут такие номерочки, 30 самани стоят, как бы недорого, тем более еще можно вот так вот искупаться в горячей воде. Говорят, долго не сидеть, но я сейчас быстро искупнусь, ну, тут жара такая, что долго невозможно сидеть. Здесь посижу, пойду помоюсь, но надо покушать, и все, в принципе, баиньки. Завтра до Хорога надо будет допилить, и из Хорога уже туда дальше в сторону Душанбе выезжать. Жарко, жарко, жарко. Так что не рискуйте так, как я. Не делайте таких ночных поездок там, где тем более не знаешь дороги. Я ехал, хочется остановиться, воды хотя бы попить или в туалет сходить. Думаешь, остановишься, а там какая-нибудь зверюга. Кстати, по дороге, пока я ехал, был плюс, то что было видно звезды, но на них особо ты не посмотришь. Говорят, верхняя дорога лучше, но, блин, я 70 километров, наверное, ехал по чертовски убитой грунтовой дороге, где ты больше 30 километров даже. Но это, наверное, средняя скорость. Ты где-то 20, где-то 30, вот так вот тащишься. И асфальт там тоже настолько разбитый, что по асфальту ты едешь тоже 30 километров. Вот. И еще один хороший момент, что выходили на дорогу зайчики. Вот. Ну, возможно, регистратор, если не сильно был грязный, он это записал, и я приложил. Но, скорее всего, он был в пыли. А я в темноте как бы не собирался доставать камеру, телефон и так далее, снимать. Тем более они выбегают и сваливают. Так что вот такие у меня приключения. Будем уже, наверное, завтра, может быть, еще что-нибудь поснимаю. Если что, до завтра.